Всем привет! Меня зовут Стрелецкая Евгения, я психотерапевт, и сегодня я вам расскажу о том, как важно правильно выражать эмоции. Если понимать свои эмоции, вы еще могли хоть как-то уметь. Если свои осознавать эмоции вы даже умели, то уж выражать эмоции все люди точно не умеют, но это очень важно. Почему? Во-первых, это важно делать для самого человека, для самого себя, потому что любая наша невыраженная, невысказанная эмоция, она никуда не девается, она у нас вся накапливается в теле, в организме. Помните, я говорила, что эмоции – это полносистемная реакция, которая должна быть отреагирована обязательно в каком-то действии, в каком-то поведении. Как энергия восприятия зашла в наш организм, как она там переработалась при помощи мыслей, эмоций, физических реакций, также она должна в виде действия выйти обратно. Но если она у нас застаивается, она остается, мы как бы получили, но не отдали, не выпустили. У нас из лимбической системы все по нервам пошло, и по симпатической, по парасимпатической нервной системе у нас все попало в органы. Потому что самые важнейшие процессы в органах – это именно их кровоснабжение и иннервация. У нас каждый орган очень плотно и сильно иннервируется. Если у нас в головном мозге что-то не так, то у нас здоровье страдает. Если у вас прыщи, боль во время секса, гастриты, язвы, аутоиммунные заболевания, какие-то гормональные заболевания, опухоли доброкачественные, очень часто бывает. Это именно из-за того, что вы не обращаете внимания на свои эмоции, не осознаете их, не выражаете, и они чрезмерно накапливаются и уходят в тело. Особенно это очень четко видно, когда вы ходите по врачам, и они говорят: я не знаю, что с вами, мы не знаем, что с вами делать, мы не знаем. То есть какие-то идиопатические случаи, это 100% психосоматика. Но второе очень важно, это даже, наверное, еще важнее. Ладно, пофиг на вас. Если вы сами жить не умеете и плохо с собой обращаетесь, вам уж никто тут, скажем, не поможет. Никто не сможет исправить эту ситуацию вместо вас. Но выражать эмоции очень важно именно в отношениях, правильно. Именно выражение эмоций – это важнейший источник обратной связи. Именно выражая эмоции наиболее полно, наиболее четко, наиболее ясно каждую эмоцию. Именно за счет этого вы строите отношения, потому что вы другому человеку даете информацию о своем самочувствии, о том, что вы думаете, о том, чего вы хотите, и за счет этого он может уже как-то менять и регулировать свое поведение. А если вы этого не делаете, то у нас могут быть тут перекосы в две стороны. Либо если вы часть своих эмоций не выражаете, то есть скрываете, замалчиваете. Например, вам страшно выражать злость, или вы не выражаете свое чувство вины, или вы не выражаете стыд, или вы не выражаете любовь, любую эмоцию, то тогда вы другому человеку, с которым вы находитесь в отношениях, посылаете неполную информацию, искаженную. То есть, по сути, вы его обманываете. И за счет этого ваши отношения строятся плохо, они не становятся такими близкими, какими могли быть, они нарушаются. Самый крайний случай из этой ситуации – это шизоиды. Люди с шизоидным расстройством личности, помните, я рассказывала, они вообще не выражают абсолютно никакие эмоции. И у них нет вообще отношений из-за этого именно. А перекос в другую сторону, то есть первое – это замалчивание, не до, да? А другое – это пере. Это когда вы выражаете свои эмоции в чрезмерно сильной, экспрессивной, насильственной форме. Например, в форме оскорблений, угроз, или в форме каких-то действий, например, пощечин, когда бьете других людей. То есть это выражение эмоций в насильственной форме, которые тоже, конечно же, портят отношения, потому что другой человек начинает вас просто тупо бояться, вас и ваших эмоций. Вы чрезмерно экспрессивно, агрессивно можете выражать свои эмоции в том случае, если вы их сначала долго-долго терпели, потом она уже очень сильно накопилась, и только тогда вы ее выразили. Поэтому очень важно не просто выражать все эмоции, а еще выражать их своевременно. Потому что если вы будете, как только у вас эмоция возникла, сразу ее выражать на регулярной основе, маленькими порциями, пока еще не успеет накопиться большое количество напряжения, то это как раз будет самая лучшая гарантия для того, чтобы это делалось в умеренной, соответствующей ситуации форме, а не в чрезмерной. И это будет самое лучшее противоядие против всяких эмоциональных вспышек, конфликтов и скандалов. Вот этот второй пункт – критическая важность выражения абсолютно всех эмоций в близких отношениях. Я ее очень четко прочувствовала именно во время своей работы.
мне именно по долгу службы приходится строить близкие, хорошие отношения, вот максимально идеальные отношения, которые только могут быть в мире, я должна строить со своими клиентами, потому что я таким образом делаю для них модель, шаблон того, какими должны быть вообще отношения в жизни, для того, чтобы они это увидели и потом могли экстраполировать этот позитивный опыт на всю свою оставшуюся дальнейшую жизнь, во-первых. А во-вторых, я должна строить именно максимально полно, искренне, экстремально открытые и близкие отношения, в которых абсолютно все должно проговариваться, выражаться, абсолютно любая, каждая эмоция, мысль, она не имеет права на то, чтобы замалчиваться. Именно потому что наши терапевтические отношения с клиентом — это модель, площадка и шаблон того, как все проблемы клиента выражаются в этих отношениях. То есть, если, например, он гневливый, то он будет злиться на меня. Или если он скрывает часть своих эмоций, то он их будет скрывать и со мной. И именно выявляя все это и обсуждая все это, я могу это изменить. И вот у меня есть такие люди, которые раньше ко мне ходили, там, например, лет 5 когда-то назад, когда я была уже еще менее уверенная в себе, такая робкая, занималась больше как классическим психоанализом. Вот они от меня уходили, и вот сейчас они вернулись. И я вспоминаю, какими мы тогда строили отношения, какие они у нас сейчас. И я вижу какие-то две большие, огромнейшие просто разницы. Потому что тогда я не выражала свои позитивные эмоции в наших отношениях. Я не говорила им, там, например, чем они мне нравятся. Потому что психоанализ, он вообще запрещает себя вести, естественно, психоаналитику. Психоанализ — это одна из самых инвалидизирующих методов психотерапии, когда психоаналитик, он должен быть таким именно максимально абстинентным, ничего не говорить, там только в час по чайной ложке, там по парочке интерпретаций давать. Вот. И из-за какого-то страха я могла не выражать свои негативные эмоции клиентам, потому что, боялась конфликтов, каких-то с ними. И вот сейчас, когда я уже себя веду максимально вообще открыто, искренне, честно, вообще прям, буквально вот так, как я и есть в жизни, и я абсолютно все говорю, абсолютно каждую свою мысль, абсолютно каждую свою эмоцию. Я вижу, насколько по-другому у нас строятся с ними отношения. Тогда оставалась куча непроговоренных областей. И именно за счет этого я не могла повлиять на этих людей, я не могла их поменять. Я не могла способствовать тому, чтобы их жизнь становилась счастливой. Просто потому, что я не выражала часть каких-то своих эмоций. Поэтому вот скрывать их, это очень вредно и опасно будет для ваших отношений. Они не будут близкими, во-первых. А во-вторых, они никогда в жизни не будут счастливыми. Потому что процесс замалчивания, какой-то скрытой хронической вражды, это и есть процесс разобщения. И именно это будет источником недопонимания, основного недопонимания. Когда вы эмоцию не выразили, человек вас не понял. Потом вы на него обиделись, еще больше замкнулись. И все. Вы уже разлетелись, как в море корабли. Давайте посмотрим, как у нас вообще может быть выражена эмоция. Значит, главный принцип, который я хочу, чтобы вы поняли из этого видео и запомнили, что абсолютно любая эмоция, и позитивная, и негативная, должна быть выражена наиболее полно, ясно, четко и честно. Для каждой эмоции у нас есть 3 способа выражения. Первый — это невербальный, то есть в виде тона голоса, мимики, жестикуляции, интонации, позы. Второй — это вербально, то есть в виде слов. И третий — это в виде поступков. Вот смотрите, зачем нам нужен каждый из этих способов? Невербальный. Именно за счет невербального способа обеспечивается заразительность эмоции. Потому что когда мы вот что-то говорим или что-то говорим, то у другого человека активизируются зеркальные нейроны, и он вот эту мимику, позы, жесты, тон голоса как бы на микро-микро уровне таком копирует, и получается, что человек, наш собеседник, он начинает испытывать ту же эмоцию, то есть эмпатию по отношению к нам. Он понимает, какую эмоцию мы испытываем, он начинает испытывать ее тоже, только в более маленькой такой репетиционной как бы форме. Вот. И именно за счет невербального способа мы и можем почувствовать то, что чувствуют другие люди. И именно невербальный способ обеспечивает до 70% передачи информации. Поэтому он очень важен. Если у вас недоразвит этот способ, то вы, например, можете говорить там: «Я злюсь». И вы будете абсолютно неубедительны, вы будете абсолютно невнятны. Вас никто не будет слушать, вас не будут воспринимать всерьез. Именно потому, что люди не будут чувствовать эту эмоцию, которую вы пытаетесь показать. И за счет этого они просто не будут вас понимать. Вы будете для него как сквозь огромный толстенный слой ваты.
А если у вас, наоборот, чрезмерно переразвит этот способ, а все другие недоразвиты, то вы превращаетесь в такого человека, в такую обижаку. Ну, поди сам догадайся, что я чувствую. А никто догадываться, то, что вы чувствуете, не захочет и не будет. И за счет этого возможны всевозможные недоразумения, кривотолки, двусмысленности и так далее. Поэтому вы должны уметь еще и очень четко в виде слова сказать именно, что вы чувствуете. Именно как раз во избежание недоразумений. Потому что если вы скажете «я злюсь», то это уже понятно «я злюсь». Или «я тебя люблю». То есть все, эта информация очень четкая, ясная, открытая. И с ней уже другой человек, ваш собеседник, вынужден будет иметь какое-то дело, он вынужден уже будет с ней считаться. И чем больше доля именно вербального выражения эмоций, тем лучше. Помните, что именно в тот момент, когда вместо камня в другого человека полетело слово, возникла цивилизация. И если вы преимущественно выражаете свои эмоции в невербальной форме или в виде поступков, то это значит, что у вас очень низкий уровень осознания эмоций. Поэтому все эмоции должны быть выражены именно в вербальной форме. Это максимум. Но вообще они должны быть, конечно, равномерно развиты. По 33% на каждый способ. А поступки? Почему у нас очень важно выражать эмоции в виде поступков? Потому что мы отношения строим не только за счет бла-бла-бла, того, что мы своим языком меряем, но и за счет того, что мы делаем по отношению друг к другу. Если у нас эмоции, наши слова расходятся с поступками, то есть человек говорит одно, а делает другое, то все, да, мы уже понимаем, что мы ему доверять не можем. Это уже у нас какой-то балабол, это какой-то абсолютно ненадежный, непорядочный человек. Поэтому, конечно, у нас эмоции должны выражаться в поступках, и оценивая именно поведение человека, мы смотрим на то, вообще адекватный он или нет, строить нам с ним отношения или не строить. Сейчас давайте разберем отдельно, конкретно, как же нам все-таки выражать каждую эмоцию, для того, чтобы вы это максимально четко понимали. Смотрите, первое, что я хочу сказать, я хочу, чтобы вы это запомнили на всю жизнь, это очень важно. Мы обязательно должны выражать радость, интерес, любовь, благодарность, жалость, заботу, максимум позитивных эмоций. У подавляющего большинства людей до сих пор очень удручающая ситуация. У них есть стыд любви или страх проявить интерес. То есть именно вторичные эмоции, которые у нас есть над природными, блокируют выражение нами естественных эмоций. Помните, что это ненормально. Если вы не выражаете свои позитивные эмоции, то это значит, что вы являетесь наследником своих совдеповских родителей, у которых был огромный запрет на выражение всех позитивных эмоций. Это категорически нездоровая ситуация. Если вы в близких отношениях не выражаете позитивные эмоции, то либо у вас вообще близкие отношения не построятся. Например, недавно одна клиентка мне рассказывала случай. Ей понравился парень. Они едут вместе с ним в машине. Он ставит песни. И каждая из этих песен, представляете, которые он ставил, это были ее любимые песни. Она очень сильно удивилась, и она просто офигела. Потому что это реально, признак, который намекает на то, что они родственные души, они очень друг другу похожи. И она ничего об этом ему не сказала, потому что у нее был стыд выразить любовь. И именно за счет того, что у нее этот стыд выразить любовь, она вообще не выражала эти эмоции, у нее просто ни одна капелька не просочилась. У них эти отношения просто застопорились, и они не развиваются дальше, вообще никак, просто дальше они не идут. Потому что когда вы кидаете человеку как бы мячик, да, вы ему показываете намеком то, что он вам нравится, он вам кидает ответочку, вы ему опять кидаете ответочку, так по шажочкам эти отношения развиваются. А если у вас стыд выражения любви или страх выражения любви, вы себе сами вы себя похоронили. Поэтому вам нужно по максимуму научиться и в невербальной форме, и в виде слов, и в виде поступков выражать все три базовые эмоции позитивные: и радость, и интерес, и особенно любовь. Эта информация еще касается отдельно мужчин очень сильно, потому что их воспитывали как раз в детстве так, что им запрещали выражение практически всех эмоций. Из-за этого отношения вы можете не построить или испортить. И другое, например, если вы не выражаете, уже у вас отношения построились, но вы не выражаете никаких позитивных эмоций, или выражаете их меньше, чем негативные, то представьте, это же значит, что в ваших отношениях больше плохого оказывается, чем хорошего. То есть, например, какую-то критику вы выскажете,
А любовь вам сказать стыдно. И есть огромное количество предрассудков и предубеждений. Например, если я буду хвалить своего партнера, то он зазнается и он бросит меня, например. Или у него станет завышенная самооценка. Но завышенная самооценка, она, как правило, идет как компенсация неустойчивой самооценки. Поэтому если вы человеку позитивных оценок дадите только больше, то он станет спокойным, он наоборот будет вас еще больше любить, он ответит вам на это только благодарностью, он никогда вас в жизни не бросит. Какой дурак уйдет от человека, который его хвалит? Наоборот, он станет только еще больше привязан к вам в результате этого. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя стесняться говорить человеку о нем что-то хорошее. У него только от этого повысится самооценка. Он станет более радостный, более счастливый, более довольный собой. Вспомните себя, когда вам говорят: блин, какая ты классная, я тебя так люблю, мне так нравится с тобой время проводить, ты такая добрая, такая заботливая, ты очень необычная, ты особенная. А почему у меня все так покраснело? У меня что-то там с камерой произошло. Значит, в близких отношениях выражаем радость. То есть вы говорите человеку: блин, ты такая красивая, о, ты что, похудела, что ли? Блин, мне так понравилось с тобой сегодня время проводить, ты такая чуткая, добрая, нежная, ты такие интересные вопросы задаешь. Или просто вообще любое, вот вам что-то нравится в человеке, обязательно об этом скажите. Какие у тебя классные волосы, какой у тебя классный характер, какой ты умный, какой ты мне хороший совет дал. Обязательно надо выражать восхищение, во-первых, а во-вторых, благодарность. Восхищение – это когда вы хвалите человека за все то позитивное, что в нем есть, внешние признаки, характерные особенности, его ум, его поведение, которое вам нравится. А благодарность – это когда вы его благодарите за то, что он для вас сделал. То есть вы его еще можете хвалить за его какие-то поступки, за то, как он себя ведет. Вот. Чем больше вы этого скажете, тем лучше будет ему, тем радостнее будет вам, и тем лучше станут ваши отношения. Дальше. Интерес. Очень многим людям стыдно и страшно проявлять интерес, потому что они не понимают. Вот, допустим, вот вашей подружке, например, грустно, да, и вы хотите у нее спросить, что случилось, но вам стыдно это делать, потому что вы боитесь, что это будет неуместно, да, например, она скажет: тут это вообще не твое дело, типа ты нарушаешь мои личные границы. Но лучше все равно спросить, чем не спросить, потому что если вы спросите, вам скажут типа: нет, да, ну я не хочу об этом говорить, это неуместно, и вообще типа что ты лезешь? Окей, тогда вы будете знать, что этого не стоит делать. Ну а вдруг она только этого и ждет, чтобы вы спросили, а вдруг она хочет, чтобы вы ее утешили. Поэтому вы не бойтесь, лучше и вам скажут нет, и тогда вы это узнаете, чем вы будете предполагая, что все закончится плохо. Вообще в любом случае лучше сделать, чем не сделать. Потому что так вы получите больше опыта, больше обратной связи со стороны жизни. И, соответственно, вы сможете подкорректировать уже свои собственные убеждения, насколько они у вас уместны, насколько неуместны, насколько рациональны, насколько нерациональны. Но самое главное, это, конечно же, по поводу любви. Обязательно выражайте любовь по максимуму и в невербальной форме, и в вербальной, и в виде поступков. Именно за счет этого вы создадите крепкую базу для того, чтобы ваши отношения были счастливые, удовлетворяющие вас и удовлетворяющие вашего партнера. Обязательно скажите: я скучаю по тебе, мне безумно нравится с тобой проводить время, я никогда не бываю таким счастливым, только когда я вижу твои глаза. Я безумно тебя люблю, я не могу жить без тебя. Ты просто самый офигенный человек на этом свете. Ты самый классный, самый талантливый, самый особенный. Я просто души в тебе не чаю. Я безумно хочу, чтобы ты был счастливый. Говорите этого как можно больше, для того, чтобы человек вообще знал, что ему хоть есть ради чего жить в этом мире. У нас кроме любви особо ничего хорошего в жизни-то и нету. Так-то, если посмотреть по большому счету. Вот, следующее. Давайте посмотрим, как у нас правильно выражать негативные эмоции. Про любовь у меня, кстати, отдельный ролик будет. Негативные эмоции. Злость, стыд, чувство вины, страх, грусть и отвращение. Сейчас давайте посмотрим, какие особенности есть для выражения каждой эмоции. Вот злость. Она должна быть, конечно, выражена в невербальной форме тоже. Но это должно идти в умеренной форме. То есть в виде такой строгости, чтобы человек, который что-то сделал для вас плохое, понимал, что с вами шутки плохи, что вы себе на голову наступать не позволите, на шею себе садиться тоже не позволите, что все, у всего есть пределы какого-то терпения, границы. Чтобы он как бы начинал чувствовать такой легкий страх, да? За счет этого именно ваша злость будет убедительной.
Если вы вообще не будете в невербальной форме выражать злость, то тогда да плевать все хотели они на то, что вы там чувствуете. А если вы будете чрезмерно невербально транслировать злость, то этот страх станет слишком сильный, и человек от вас дистанцируется. Он просто вас будет глухо в тайне тоже ненавидеть и во вражеских окопах против вас окопается. Самое главное, за счет чего выражается злость, это именно в вербальной форме. Ее надо выражать здесь ненасильственно. То есть первое, вы перечисляете факты, которые вам не нравятся в поведении другого человека, его конкретные какие-то слова, поступки. Второе, вы говорите, что вас это злит. Третье, вы указываете, какую вашу потребность это нарушает. И четвертое, последнее, вы формулируете конкретную, четкую просьбу о том, как вы хотите, чтобы он вел себя в дальнейшем. И следующее, как выражается злость в поступках? Можно это вообще делать или нет? То есть, если вы кого-то бьете, швыряете вещи, сами выбрасываетесь из окна, хлопаете дверью, бежите на улицу и там где-то на улице бегаете. Либо же, если вы пьете, когда вы злитесь, нападаете на какого-то другого человека, то значит, что у вас серьезные проблемы с выражением злости. Вам надо повышать уровень в сторону вербального выражения злости. Но иногда выражать злость в поступке это тоже уместно. В том случае, если вы реализуете свою ассертивную угрозу. То есть первое, вы раз предупредили, что если ты сейчас вот это не сделаешь, то будет то-то. Второй раз предупредили. Третий раз предупредили, четвертый раз, когда у вас уже границы терпения лопнули и кончились, вы уже свою угрозу приводите в исполнение, то есть реализуете. Например, если ты будешь пить и оскорблять меня, называть меня дурой, то я от тебя уйду. И там на четвертый раз, если у него это поведение продолжается, вы уже уходите. Все. Следующее, стыд. Очень важно. Как правильно выражать стыд? Стыд ни в коем случае вы не должны выражать в невербальной форме. Потому что если вы пытаетесь свой стыд скрыть, то другие люди тоже его невербально считывают, вы его транслируете, вы вокруг себя только распространяете ощущение неловкости. Все люди тоже начинают испытывать вместе с вами этот стыд. И они понимают, что вы являетесь его источником, и всем становится очень-очень неловко. Такая неприятная атмосфера складывается. Поэтому лучше всего, если вам стыдно, то вы должны об этом сказать. Вы должны сказать просто «мне стыдно». Или, допустим, вы приходите на вечеринку, да, и вы на ней сидите, и такой не знаете, что сказать. Вы думаете, блин, все такие умные, я даже не знаю, как мне рот открыть, я сейчас, наверное, как-нибудь неудачно пошучу. И вот вы уже начинаете зажиматься, и все чувствуют этот стыд, который вы распространяете. А вы должны сказать: ой, блин, ребят, что-то я не знаю, вы все такие умные, все такие прикольные, я даже не знаю, как я среди вас тут могу выделиться. И все. Как только вы в вербальной форме выразите свой стыд, напряжение максимально драматическим образом спадет, все люди вас утешат, успокоят, и наоборот, у вас отношения смогут построиться близкие, спокойные, адекватные. Они скажут: да ладно, что ты прикольный, мы тебя любим, ты классно шутишь, и все. Фух, прям всех попустят. Или там, такой заезженный совет, да, типа, если вы перед выступлением волнуетесь, вы можете сказать там: фух, что-то я сегодня волнуюсь, прям вообще не могу свои мысли в кучу собрать, потому что эта эмоция, она вам будет мешать, она вам будет только мешать. Вообще любая эмоция невыраженная, она вам будет мешать. Вот у меня тоже кучу раз такое было. Например, даже я сажусь снимать какой-нибудь ролик, да, мне там кто-то перед этим позвонил, и я разозлилась на него, разозлилась, например, вот я чувствую злость. Я хочу рассказать какую-то позитивную информацию, типа про то, что давайте любить друг друга, все будем психически здоровы. Но я не могу, я прям сажусь и говорю такая: все, давайте все любить друг друга, давайте все будем психически здоровы. В общем, это невербальная эмоция, на невербальном уровне любая эмоция, она всегда транслируется, всегда, это в виде атмосферы очень сильно чувствуется. Поэтому лучше вы ее выразите, чтобы все четко понимали. Вот если бы я, например, сказала: фух, меня и выбесили, я что-то вообще сегодня такая злая. Все, она выпустится, эта эмоция, вас максимально попустит сразу же, очень быстро, и вы станете свободны от нее. То есть, если вы хотите от любой эмоции освободиться, вы должны ее выразить. Все. В виде поступков ваш стыд тоже никогда не должен выражаться, потому что в виде поступков, если стыд выражается, то он приводит к тому, что вы избегаете ситуацию. То есть вы не идете на вечеринку, не признаетесь девушке в любви, вы не пишете ей, если вы этого даже хотите. И все. Вы сами себя закопали в гроб. Стыд блокирует. И вы должны избегать избегания. Следующее. Чувство вины.
Чувство вины ни в коем случае никогда не действуйте под влиянием чувства вины. Вы себя унизите, вы себя прогнете, вы себя поставите в неловкую ситуацию. Другие люди моментально к этому привыкают. Просто с первых шагов они сразу же приучаются сажаться вам на шею. Им это потому что очень удобно. Они потом на ней будут ездить, и вы их потом оттуда хрен сгоните. Поэтому никогда в жизни не позволяйте себе вестись на такие поступки, как извиняться, самоуничижаться, самообвиняться, угодливыми быть, тюти-пуси, сюси-пуси, начинать именно там своих мужей или жен там обхаживать. Нет, 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 ни в коем случае этого не делайте. Лучше в вербальной форме. Если вы испытываете чувство вины, и вы реально накосипорили, сделали что-то плохое, скажите: мне кажется, что я сейчас сделал что-то плохое, извини меня, пожалуйста. А если ваше чувство нерациональное, чувство вины, то лучше его вообще не выражать, а изменить мышление, которое к нему привело. Следующее — отвращение. Отвращение, наоборот, не надо выражать ни в словах, ни в невербальной форме. Если вам что-то не нравится, то это самый мощный индикатор того, что вам надо отсюда уйти. Поэтому отвращение, наоборот, должно выражаться в виде поступков. Вы ходите на работу, вы чувствуете, что она вам не нравится. Отвращение вам это подсказывает. Вас просто тошнит от этой работы, она вас выворачивает просто. Все, уходите с нее. Или вы живете с каким-то мужчиной, он вам не нравится, но он вас бесит, раздражает, он ночами храпит, вам не нравится, как он пердит, как он хлюпает свой чай, как он за 30 секунд кончает, какой он вообще мерзкий, он неинтересный для вас, он уже вообще давным-давно избитый, он просто уже осточертел. Тогда не надо ему это говорить, не надо ему это выражать, вам надо просто разойтись с ним и уйти от него, и все. И не компостировать мозги ни ему, ни себе. Отвращение нам подсказывает, что что-то нам не нравится, нам отсюда надо уйти. Вот. А вообще, если супер кратко тоже хотите, то любая эмоция должна, уже 20 минут прошло, я завела речь о супер краткости, любая эмоция должна выражаться в ненасильственной форме. Самый универсальный способ выразить любую эмоцию — это именно ненасильственная форма. Первое, когда вы называете факты. Второе, вы называете свою эмоцию. Третье, вы указываете вашу потребность, которая была не удовлетворена, или в случае с позитивной эмоцией, которая была удовлетворена. И четвертое, последнее, вы формулируете конкретную просьбу. Все, я вам все такое абсолютно самое базовое, универсальное про выражение эмоций рассказала. И в следующих роликах, чтобы еще прям закрепить информацию, я хочу вам рассказать отдельно про чувство вины, про глубинное чувство вины, про злость, все-таки плохо это или нет, про зависть. Еще расскажу про любовь, конечно же. Говорят, что сколько бы ни было сказано о любви, о ней не будет сказано ничего. Но я все равно попробую. Я расскажу вам о том, чем романтическая любовь отличается от настоящей любви. Прямо прочувствованная на личном опыте информация. Сугубо искренняя и проникновенная. Так что не переключайтесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока!